Господа, я думаю, всем вам хорошо знакомы вот эти самые сомнения. Авито защитит ваш номер, не покажет телефон собеседникам, но при этом все звонки переадресуются вам. Покупайте и продавайте безопасно на Авито. Господа, здравствуйте! Наконец-то мы выходим на график видео по аудио раз в неделю. Мы не гарантируем, что следующее выйдет именно так, потому что там будет очень много работ на следующей неделе, но мы постараемся. А сегодня у нас та серия, в которой нам нужен результат. Однозначно. Все предыдущие серии мы что-то пытались, выезжаем, настраиваемся, когда дым, трах, бах, сломалось, здорово, весело, но мы никуда не двигаемся. Условно, конечно. Да, понятно, что машина продолжает доукомплектовываться, что-то в ней живет, изменяется, она становится все лучше и лучше и лучше, но всем хочется что? Езды. Иначе становится все равно на то, когда выходит следующее видео. Поэтому сегодня однозначно будет немножко езды. И дадим ей, соответственно, поездить. Я имел в виду. Таким образом, что нам для этого нужно? Мы сейчас забиваем на всякие улучшения. Все то, что там сзади, вот эти мелочи и прочих, ничего не делаем, исключая самого необходимого. То есть в прошлой серии у нас была проблема, что не хватало пропускной способности фильтра, поэтому воздушного, поэтому он образовывал вакуум. У нас есть типовое решение. Фильтр нулевого сопротивления. Даже не самый китайский, не самый паленый, хотя... Да, лучше бы я этого не говорил. Фильтр нулевого сопротивления. Неважно. Фильтр нулевого сопротивления должен защитить. Просто чтобы сюда не залетали голуби. Поэтому никакого корпуса воздушного фильтра сегодня не будет, но он будет позже. Не переживайте, потому что есть нулевики, которые запихиваются в штатный корпус. То есть тут визуал будет сохранен однозначно. Это раз. Два. У нас есть вентиляция картерных газов, в которую мы... Я слил оттуда все. Отлично. Был под завязочку? Этого еще никто не знает в этой части видео. Да. Вентиляция картера дальше нам нужна, потому что в прошлой серии я все-таки говорил, что в нее нужно поставить маслоуловитель, маслопомойку, oil catch, если хотите. Поставим его в этот раз. Стандартный, опять же, китайский oil catch, который будет стоять здесь, на мой взгляд, маленький. Если машина спортивная, там маслопомойки обычно вот прям... Там как бак еще. Нормальные такие, да, чтобы с них сразу в бак туда, чтобы вместе с бензином уже обратно залетало растворенное. В общем, маслопомойка какая-то. Посмотрим, что будет. Лучше, чем ничего. Саму систему вентиляции картерных газов оставим, и я все-таки против этой фигни. Я, как в своих машинах вентиляцию картера всегда отправлял куда-то, в выхлоп заправлял, так я все-таки за это до сих пор и участвую. Потому что нефиг на впуск маслу лететь, какое бы оно там ни было. Пары там, не пары, шляпа, не должно быть его там. Но там все равно все забивают в конечном итоге. Даже если там 1 миллиграмм этого масла сюда попадает, он в конечном итоге оседает в кульке. В нем изнутри нарастает эта масляная шуба горелая. И падает его эффективность. Потому что в идеале картерные газы нифига, ну, с точки зрения моторостроения, не должны замыкаться на впуск. Но экология говорит нам об обратном. Поэтому пока оставим так, чтобы все было нормально. Я уверен, однажды эти картерные газы отсюда уйдут. И рубрика «Фиаско», которая... Все-таки я склоняюсь больше к тому, что на плечах руководства компании Screw СПБ это гидроусилитель. У нас был тот гидроусилитель, который то работал, то не работал, причем он был поставлен там восстановленный или, по-моему, даже с машины. То есть, короче, мы когда купили эту машину, гидрач работал. Этот же гидрач мы сняли, поставили обратно, он больше не работает. Окей, с кем не бывает, ему много лет. Купили новый насос гидроусилителя, проработал 3 минуты, этого даже просто не снимали, и перестал работать снова. Гидрача как не было, по итогу так и нет, хотя гидрач новый. И кроется здесь задача, мне кажется, в том, что жидкость гидроусилителя залили синтетику. На жаргоне синька. А это старообрядный автомобиль, ему нужна старая, добрая, ламповая, атмосферная минералочка. Хотя машина турбовая, а минералочка нужна атмосферная. И, соответственно, на синтетике этот насос работать отказывается. Наверное. И пока мы не знаем, так или это не так, можно обвинять Ярика и друзей вообще в чем угодно, потому что гидрач все-таки не работает. Если мы сюда зальем минералку и он заработает, значит я был прав. Если нет, мы просто это вырежем и все равно никому не расскажем. Ну иначе не могу же я облажаться. План такой. Соответственно, собрали морду, кулек промыт, все промыто, все прочищено, чтобы там не было больше масла, как оно было там в прошлый раз. Заводимся, едем. Самое время хорошенько попутешествовать. Тем более у Тинькофф есть специальный проект, который так и называется, вы не поверите, Тинькофф путешествие. 10 баллов за нейминг. По сути, это агрегатор, с помощью которого вы можете бронировать авиа-ЖД-билеты, дома, гостиницы, отели. Можно покупать целые туры и даже арендовать автомобили. Но после того, как ребята придумали себе название, они придумали и спецпроект, который посвящен бронированию отелей и работает по принципу игры в города. То есть пользователям, то есть вам, предлагается забронировать отель в городе, который начинается на последнюю букву города, который забронировали до этого. Офигенно.
На всякий случай объясню, как это работает. 15 августа стартует проект, и на главной странице написан, допустим, Ереван. Соответственно, вам нужно забронировать отель в городе, название которого начинается на Н. Ну, скажем, Нижний Новгород. Забронировать вы его можете на сайте лендинги проекта или в мобильном приложении. Название городов, которые будут опубликованы на сайте, выбирается случайным образом и формируется из наиболее часто запрашиваемых направлений для отдыха. Всего названий городов будет 32. Соответственно, и сама акция продлится 32 дня. Победителей выбираются ежедневно и получает до 100% кэшбэка на забронированный отель. Получается, полностью они выигрывают. Плюс всякие бонусы, кэшбэки, мили и еще будет там чего. Дальше вы спросите: Костя, как же сделать так, чтобы поучаствовать в этой акции? Я скажу: да элементарно. Нужно просто быть клиентом Тинькофф банка и дальше авторизоваться на лендинге, на который вы перейдете и скажете, что да, я хочу участвовать. Поэтому ссылочка будет в описании. Действуйте смелей. И в этой серии мы заканчиваем, ребята. Мы финалимся, но с Passat'ом, с нашим любимчиком B3 VR6, потому что пора. Мы сделали все, что могли. Как вы помните, в прошлых сериях мы многократно что-то меняли и пытались достигнуть стокового разгона в 8,2 секунды. С этой целью мы даже разбирали мотор, мы меняли половину электрики, мы поменяли блок управления двигателем. Единственное, что мы не делали, это не растачивали блок. Блок остался старым, нетронутым, там зазор от поршней миллиметра, они практически болтаются, но все остальное вокруг абсолютно все новое. И поскольку при покупке машина ехала 8,8, по-моему, да, что-то такое, Никитос, по-моему, из 9 она ехала. Вы помните, нет? До ремонта быстрее было. До ремонта было быстрее, да. После нашего ремонта она все время ехала около 10, топталась. Не всегда выезжала из 10 далеко вообще. И с этой целью мы меняли все. Последнее, что оставалось в последнем нашем выпуске, когда мы встречались с Passat'ом, это был расходомер и лямбда. Расходомер стоял вообще от Audi 100, от V6, ну хотя бы 6 цилиндров. Лямбда стояла с покупки. Никто не смотрел, какая она. Дело в том, что в данной машине есть диагностика, но она просто показывает наличие блока. Она показывает, что DMRV есть. Его данные, что он там считает, она не показывает. Лямбда тоже, она есть. Но что конкретно нюхает эта лямбда, какие параметры, выцепить можно только доп. Оборудованием, обычной ELM или ланчом этого не посчитать. То есть тут нужен газоанализатор, тут нужен осциллограф, тут нужно еще очень много чего. Мы ко всему этому не прибегали, поэтому последнее, что оставалось, это реально уже последнее. Это DMRV и лямбда. Я отдал машину в компанию Автобокс 178, потому что ребята в скрю совсем зашиваются, у них нет времени. И ребята из Автобокс 178 опять же эту машину взяли и стали делать. Выглядит это все вот так. Горим. Это непонятно, что это у нас тут. Здесь вот горим. Вот здесь вот горим. Это вот здесь вот голые провода уже. Еще неистовые. Короче, проводочки оттуда, вот это вот все они тут забубинили на глушняк. Вот один, а второй уходит вот туда на рампу. Провода голые туда дальше, поэтому будем смотреть дальше. Как вы видите, возникло много претензий по качеству сборки ребят из Крю, потому что высоковольтные провода менялись при мне. Но они серьезно менялись при мне, я их видел. Однако они искрят, проводка, бензин капал на двигатель. Короче, куча всего было не так. И теперь все, что нам осталось после проведенных работ, это замериться до 100. Но я особо не радуюсь, не прыгаю на одном месте и не говорю, что мы сейчас всех победим, как обычно. Потому что мне Роман Мастер из Автобокс 178 по секрету сказал, что по ходу ничего не поменялось. Поэтому нам сейчас осталось просто замерить 0-100 и вне зависимости от результата признать, что это финал. Ну что, верим в выезд из 10, но понимаем, что далеко не факт. Жарковато, но хорошо зато зацепимся. Провалились, плохой старт, плохое переключение.
10,2. Все отлично, мы не едем. Ровно как и планировалось. Зашибись. Прямо вот в этот раз уже не обидно. Сильно лучше. Лучше переключился. Давай. Давай. Есть. 9,3. 9,3. Это уже какой-никакой-то результат. Отключаем кондей, трогаемся аж с 4. Много держака на резине, можно прямо смело раскручиваться. И мы вырубаем кондей и вырубаем печку. Да, хорошо, переключился в этот раз. Что-то зацепил. Затупил чуть-чуть и 10,1. Чудо не произошло. Почему-то затупанил в районе отстрел, да, в районе отсечки на 3. Но старт был эмоциональный. Прямо неплохо. Задняя с хрустом, первая с кайфом. Идеально. Вторая хорошо зашла. Давай, 3. Долго. Это было долго по ощущениям. 9,5, что ли? 9,5, да. 9,5 мы едем стабильно. Ну давай 3-й раз. Все-таки уже максимально прогретая резина. Как я понимаю, кондей не влияет. 9,3 было и с кондеем. Видимо, кондей аккуратно заодно никак не получается втыкать, все равно с хрустом. Так, что по маслу, по температуре? 108 градусов, держимся, вообще рабочая. И последний разик. Давай, братан, чуть потужимся. Выезд из 10. Все-таки уже стабильный выезд из 10. Давай, крутим. 9,7. 9,7. Ну-ка, АБС проверяем. Не сработало. Зашибись. И не сработало АБС. Еще и красиво в конце АБС не сработало, да? Прямо идеально. Слушай, но из 10 едет. И почти стабильно. 9,3, 9,5, 9,7. То есть это лучше, чем было, но далеко не паспорт. Прям далеко. Но хорошо цепляется резина. Я трогаюсь прямо, знаешь, с 4. И вот прям держака много, конечно, это чувствуется. Но на оборотах хронически он не едет. И не сработал АБС. Что вот как всегда, короче. Хотя он работал последний раз, я помню, но сейчас его четко не было. Финалимся по Passat'у. С одной стороны, можно много ругать скрюшников, что высоковольтные провода, которые были проверены и поменены при мне, я стоял рядом, и мы снимали это на видео, увидели это в наших сериях, они все равно искрили, их забивали отверткой. Вообще, претензий по сборке этого Passat'а от ребят из Crew огромное количество. То есть машина собрана плохо и сделана плохо. Мы решили, что мы это все плохо переделаем, но лучше машина не поехала. Что говорит о том, что как бы она плохо собрана ни была, на критичные ходовые качества это все не влияет. И качество сборки абсолютно никак не отделяло нас от разгона до паспорта. Потому что нас от него отделяет сейчас что-то другое. Машина все равно дымит на холодную. Это уже мое требование, это не претензия к ребятам из Crew, потому что мы не растачивали, не гильзовали блок. Блок остался с зазором миллиметр до поршней. Поршни там болтаются, вы все прекрасно в курсе. Мы думали, что затащит Супротек. Супротек не затащил, потому что миллиметр ему не убрать. Теперь мы это знаем. Кстати, это также информация для тех, у кого там мотор просто в разносе, вот так масло льется из выхлопной трубы, они покупают Супротек, говорят, мы его залили и не сработало. Да, потому что всему есть предел, в том числе и предел сферам влияния Супротека. Кстати, если кому нужно, мы провели только первую стадию обработки с вами, на вторую все закуплено. Вот еще 2 баночки на вторую, тем более на вторую теперь можно по одной баночке заливать перед заливкой. Все в наличии, ребята, вам даже не придется ее покупать, это все пойдет в комплекте с машиной. И мы просто пока не успели, может быть, за кадром там зальем. Так что мотор надо в любом случае делать. Проблема по ходу в железе. Пес его знает в чем. Как я говорил ранее, диагностики толковой нет. Что из этого моросит, не ясно. Топливо есть, давление топлива есть, компрессия 11, углы все выставлены правильно, лямбда новая, ДМРВ бэушный, ну прям классный. Я не знаю, Никитос, сейчас на разгоне было видно, дым черный из трубы идет, как раньше? Чуть-чуть. Как будто бы меньше, мне тоже это показалось, что раньше я вот даже в зеркала этот дым иногда видел черный, теперь нет.
В общем, есть такие нюансы. Что еще? По кузову она реально слабенькая. Я это говорил с самого начала. То есть, несмотря на то, что она вот так вот нарядно выглядит, и она уже красилась, кузов прям не очень. Когда едешь по кочкам, он весь хрустит, то есть такое ощущение, что жесткость его уже потеряна. То есть машины реально есть чем заниматься, но при этом она вот, ну, далеко не в лучшем состоянии, но крайне нарядная, и это VR6. А не доделываем мы все эти маленькие косячки, потому что есть у меня такая фраза внутренняя для нашего маленького съемочного комьюнити, если говорить дурацким языком. Короче, ну да, внутри есть такое выражение среди меня, можно сказать, глубина проекта. И в случае с Passat это вот как раз не та глубина проекта. То есть его можно делать как S4. Можно решать все проблемы, и, как вы знаете, нерешаемых задач не бывает. Но также, как вы знаете, у меня очень много других задач. Помимо проектов, которые выходят сейчас на канале, параллельно снимается Электроволга, параллельно снимается Чайка 14, параллельно снимается Фронтера, которая уже скоро будет выходить. И именно, кстати, поэтому я продаю Passat, потому что Фронтера собралась. У меня дальше есть на чем ездить. Фронтера Б. Но вы этого всего не видите, потому что мы это снимаем сразу сезонами, чтобы потом сразу выкладывать, и больше по четвергам вы никогда не расстраивались от того, что ваше любимое видео не вышло. Оно в любом случае выйдет в четверг, потому что снимается на осень сейчас. Так вот, среди всех этих задач Passat явно не является приоритетной. Тем более я знаю, к чему мы придем. Это в лучшем случае паспортные 8.2. Это отличное значение, но по сегодняшним меркам это понятное значение. Все, что угодно у меня еще, также может поехать в 8.2. Начиная от Range Rover, заканчивая Москвичом, если его сбросить с башенного крана. Все это решаемо. Поэтому Passat, он изначально покупался, если вы помните, в рубрике, ну, конечно, он уже из дешевок вышел, но это просто VR6. Я должен был насладиться этой легендой, и я проехал на нем несколько тысяч километров. Я насладился им в полной мере, он мне нравится, он кайфовый. Когда папа на нем ездил, мне в середине рабочего дня папа звонит и говорит, ко мне подходят какие-то люди. Я, говорит, спрашиваю их, вы на ютубе эту машину видели? Они говорят, нет, просто у меня был Passat, и это космический Passat. То есть все, у кого раньше были Passat, они не могут пройти мимо него. Они во дворе цепляются к хозяину и говорят, где ты это взял? То есть, несмотря на все его слабости и косяки, которые в нем есть, опять же, повторяю, не идеальный кузов, вы все видели на ютубе, куча проблем, которые надо решать, но он ездит, кондей работает, максимально много чего сделано, и он офигенно нарядный. И каких-то проблем, что вот завтра что-то сломается супер дорогое, нет. Много чего очень сделано. Я верю, что все с ним должно быть хорошо. Вплоть до того, что там тормоза менялись, помпа менялась, электропомпа менялась, он полностью обслужен. Ну, в общем, чего мы только не делали. Хотя китайская ручка, мы ее ставили в прошлой серии, да? Теперь вот так. Вот ее хватило на... То есть, если вот так делать, то все нормально. Но если просто дернуть, она вот останется вот таким образом. Тачка реально классная. Но пришло время прощаться, потому что легенда в виде Opel Frontera B на дизеле собрана, закапиталена коробка, еще очень много чего, регистрационные действия, как поставить машину на учет, если не читается номер рамы. И все это вы увидите месяца через 1,5-2. Также раз в неделю по четвергам будет 3-4 серии, немного, но они будут, ребята. А Passat'у пора. Никакого 12.5.1, самая нарядная в мире тачка, VR6, готова к вашим мучениям, поверьте, потому что они будут. Я вам ничего не обещаю, но будет классно. Мы продолжаем Audi S4. Короче, первая, вторая и полос. Вторая? Сама запнулась за 7 с лишним. Так, подключаем, ну короче, по стандартной схеме. Давай где-нибудь зарулим, надо подключить шланги на плюс-контроль. Здесь Всё. мы все. Надо было чуть-чуть, да, нам, блин. А, вот мы уже отстроились, Да, что ли? То есть атмосфера. все, вот этого нам не хватало. Да. Господи, 2 серии страданий из-за вот этих вот 5 секунд, что сейчас прошли. Мы первый раз нормально проехали до 7000. Прикинь, мы настроились. Все. Она просто работает, и мы сразу настроились. Сейчас подключаем уже Westgate и... Офигели так. Да, а нам не хватало, там же вот с 5 до 7, прикинь. Что? А, фильтр. Да. Чтобы вы понимали, что мы сейчас относительно прошлой серии ничего не сделали. Короче, сейчас был эпизод, когда мы... Саша сказал, отодрали, но на самом деле нет. Это была битва, ребята, и в ней мы вот с таким преимуществом... А ты в эко-режиме был, да?
объехали Селтос на эко-режиме с 4 человеками в салоне. То есть, как бы, нет, мы не отодрали его. То есть, Никита остался доволен машиной, что он едет как S4 примерно по характеристикам. Но настройка сейчас совершенно никакая, и мы ее закончили. Все. Теперь ребята подключают там трубочки, и наконец-то пойдет вот это ведрище сейчас разорвет нам блок. Наконец-то сейчас это произойдет. Но уже что-то будет человеческое. Прекрасно. Сейчас все будет, да? Сейчас все будет, да. Тут забавно, что нам вот этой прямой не хватает, чтобы отстроиться, огромной. А на этой прямой мы недавно снимали другую машину, да? Вот Никита ездил. И у нее при старте там 100 была здесь. То есть, в принципе, не нужно уезжать никуда было. Ты там просто сразу. Все будет хорошо. Чуть позже. Готов? Да, едем. Хорош. Единичка, да, была сейчас? Единичка была. Ну, чувствовалось. Да, он бодрее прям сильно едет. Так, господа, 0-100 на первой какой-то прошивке. Квадростарт, что ли? Давай. Дымит. Вот сейчас начала дымить. Ай, все равно. Вторая с хрустом. Давай. Долго. 9,7. Это ни о чем. У меня Passat быстрее. Провалился, короче. Я провалился, капец вторую не вообще. попал, И во вторую. Ну сейчас... короче, все ошибки новичка. Сейчас все новичка. Нет, я могу тебе сделать квадростарт нормальный. Мы договорились, На эвакуаторе что поедем, мы да. пока на лайте. Сейчас. Пока ты успел на горячую воткнуть вторую, все нормально. Если не успеешь, то все. Ну давай попробуем нормально. Ребята, мне делают лонч. Сейчас будет квадро-лонч. Это опасно. Да. Если кому интересен, сейчас последний был разгон до 100. Ваши цифры? 9. Вот вы... 4,5. Не. У тебя, да. Красавчик. Давай пожму руку. Молодец. 9,7. Passat быстрее. Надув 0,7. Прошивка еще все-таки вот такая прямо вот, пожалуйста. И иногда поддымливает как-то, да? Непонятно. Всегда поддымливает, да? Просто плохо видно. Ну просто надо вентиляцию картера просто, мне кажется, исключить из этой системы и все. Просто один раз вообще залп какой-то дала. А потом все, вот мы дальше лупим, и это никак не связано было, ничего особо не меняли. Короче, давка 0,7. И главное стартануть, потому что с квадростартом, конечно, тут все делает первая передача, бедняга. Ну, 9-то мы должны сейчас поехать. Сток 6,2, напомню. Короче, пока еще далеко не все настроено, но вот сейчас, на данном этапе, машина готова к стенду. Дальше мы вот все вот эти первичные карты топливные настроили, и нам настройщик сказал: все, ребята, дальше это стенд. На стенде уже все обороты, диапазоны, там все точно уже отстроить на всех передачах, и будет ништяк. Но это здорово, в любом случае. То, что поддымливает, я уверен, что это все равно вот вентиляция картера, которая осталась подключена, и на наддуве много забирает очень вакуума. А так все зашибись там. Короче, нам сейчас включает лонч-контроль, и началось движение. Первый квадростарт, ребята. Прям полаж. Готовы? Херня какая-то, если честно, получилось. Вторая с хрустом, как всегда. Ну, короче, шляпа. Но посмотрим. Ребят, я без ланча лучше трогаюсь, чем с вашим ланчом. Но отличная работа. 10,8 до 100. Солярис меня бы порвал. А мы перебрали без запчастей коробку. Ой, сколько дыма вальнуло. О, Вот теперь сейчас, да. Но она задыхается, вот она стартует и так... Да. Она масло как топливо принимает. А? Масло как топливо принимает и начинает беднить, короче.
шляпа. Мне не нравится спереди дым, вот это пи***. У вас, короче, из пайпа там идет воздух. Вы видели, да? Не, что, пайп скинул? Вот, значит, давление появилось. Я понял это еще на ланче, когда из-под капота дым пошел. А что это? И снова оно в масле, видишь, все? То же самое. Короче, вентиляцию картера надо убирать вообще. Вот это, да? Да, обязательно. Маслопомойка, видимо, не справляется. Все равно мало мощности. В ней пока реально 120-140 сил. Поэтому сейчас лонч не спасает. Сколько бы ты ни лончевал, ты отпускаешь сцепление, мотор гаснет. Ему просто не провернуть. Сейчас для квадро лонча надо в 2 раза больше мощности. Тогда она просто провернет. А сейчас что, жара, держак есть? Редко в моих видосах. Мы зацепились. Мы всегда цепляемся теперь. Сегодня весь день мы цепляемся. Дело идет. Все равно. Все надо. Первый разгон 9,7 пока. Лучшее. В следующей серии, значит, должны сток уже поехать. Все. Иначе нет смысла. Ну неужели сток не... Ну что, 220 сил, это не космическое значение. Короче, я ставлю, что 9,5 я сегодня дам. Но, то есть, она будет... Все равно, нет, Passat 9,3 сегодня выдал. Passat реально быстрее S4. VR6 топчик, ребята. Ну что, еще раз. Первый квадро. Мы готовы. Мы готовы, да. Второй прям печально там. Давай, долго. 9,7. Такой же, как я, без... Отключите сейчас лонч. Дайте папа сделает. Можно лонч отключить? Ну, давайте выключим просто. Дым все равно есть. Все, печальные новости. Блин, дым все равно есть. Ну что, теперь без ланча? Что-то, по-моему, спидометр у нас отъехал. А он не работал с самого начала. Это уже было ближе. В коробке просто будет беда. Давай, ну долго. 8,9. Папа умеет, я говорю. Папа шарит квадро-лончер. Сейчас обратно сделаем еще лучше, братан. Ты кайфанешь. Или продуемся, вернемся к ним. Вот сейчас 3-й раз я тебе сделаю. 6 тысяч ты стартанул. Да, так я в прошлый раз так же стартовал. Так это и есть квадро-лонч. Ты просто кирпич кладешь на газ и снимаешь кирпич со сцепления. Все, там все очень просто. Ну что, сейчас будет нормально, все, я понял. Вот сейчас уже было 8,9. Нет, 8,9. Да. Да, сейчас все будет, ребята. Сейчас стартуем прям изо всех. Вот прям сколько есть, столько стартуем. Ты что, если коробка не выдержит? Эвакуатор. Коробка, братан. Что за сомнение? Готовы? Да, так и должно быть. 8,6, братан. 8,6. Я говорю, папа знает, как ***шить. О, дым, но это из картерных газов. Да, пахнет ими. Не просто маловато мощности. Да. Вот так на 300 силах с 7000, вот она даст. Чтобы на колеса пошли. Да. И все, вот и весь секрет. Так что можно ставить смело на 6500 лонч, и все нормально будет. Ну все, нам прописали максимальный лонч с отсечки. Показать, как вы со стороны смотрите? Ну как? Вот это я узнаю тачку. Ля, вот это видос. Ну чего? Все, давайте. Давай, последний раз, боевой. Это страшно. Куда вжаться сильно. Все будет нормально. Давай. Это было лучше. Настолько же. 8,7. Я без ланча лучше стартую. Да, все, лучше нам уже сегодня не поехать, мне Лучше нам кажется. не поехать дальше, это будет издевательство. Да, а на большей мощности уже лонч Больше можно будет мощности, двигаться. мы будем уже да, буксовать уменьшать. дальше, Да, можно уже уменьшать обороты на старте.
Короче, пока лонч уверенно просирает мастерству. Потому что 8,7. Я 8,6 поехал без лонча. У нас там все цивильно, в принципе. Мы ему еще говорим, давай еще. Он такой, Я повелитель огня! Еще раз мы настроили. Перепонки погибают. Вот это начинается территория Кватро. Жуть. Обалдеть, там давит вообще уши такие. У нас-то все спокойно. Да, у нас нормально, мы такие вообще не паримся. Мы ему такие еще навали, короче. Да нет, пацаны, не надо. На этом потрясающем удивлении возвращаемся в гараж. С одной стороны, есть некоторые успехи. Мы поехали. 8,6. 8,6, пацаны. 8,6 это, наверное, где-то от, ну, учитывая вес автомобиля, все-таки он большой, от 160 до 163 лошадиных сил. Где-то в этом диапазоне. Причем, как вы понимаете, они все-таки верховые, эти силы. Нет буста, нет сил вообще пока никаких. Потому что все-таки настройка. Но тем не менее 8,6. Напомню, что с покупки эта машина ехала 6,2. Символичная сегодня серия, да. Однажды мы купили две машины. Passat и Audi S4. И обе они ехали быстрее, убитые. Потом мы их починили в компании Screw, и они стали ехать на пару-тройку секунд медленней. Но если в случае с Passat'ом как бы мы заканчиваем свои полномочия, и да, это условно провал, то в случае с Audi все-таки есть еще куда поработать. И очевидно, что столько она поедет, потому что надо просто больше давки, все-таки стенд, все-таки откатать и прочее. Из очевидных проблем, которые есть, то, что она, дымит. Возможен вариант, конечно, что все-таки мы блок-то тогда не гильзовали, и все-таки, да, у нас там зазор больше, чем надо, и на бусте под нагрузкой все-таки часть того, что у нас появляется в камере сгорания, просачивается в картер, давит оттуда, и таким образом картерные газы сплевывает в крыло. Ну или куда их там сплевывает, куда трубку вывел, туда и сплевывает. И происходит это в самый критичный момент, то есть максимальный буст там с 6 до 7 тысяч оборотов, то есть на максимальной нагрузке, естественно. Во всех остальных диапазонах ездишь 4, 5 до 5, крутишь газ в пол, ничего не дымит, все в порядке. Но поскольку зазор все-таки не идеален, возможно, как раз на этих самых критичных значениях все это возникает. И это еще только 163 силы, типа. А когда мы настроимся в 400, там вероятно, что уже будет бустить так, что картерные газы будут сплевывать прям с холостых. Чтобы этого избежать, есть два типа действий. Во-первых, все-таки попытаться пересобрать вентиляцию картерных газов, потому что есть предположение, что все-таки она собрана неправильно, это раз. Два, поставить большую маслопомойку, это сам Бог велел, это надо делать обязательно. Три, все-таки вывести эти долбанные картерные газы не на впуск. Тогда, по идее, дымить должно перестать. Четвертый вариант, и он будет осуществлен в любом случае. Мы задумывали это сделать еще с первой серии, когда только этот мотор разобрали. Есть нормальная схемка. АН мотор, как вы понимаете, всем своим секретом, всем своим могуществом упирается на систему впуска. На головку блока и весь впуск, и блок управления двигателем. Вот в этом секрет АН мотора. Блок цилиндров при этом можно подобрать любой. В данном случае он стоит 2.2. Также собирают эти моторы на блоке от 2.3, и также еще их собирают на дизельных блоках от 2,5 литра. Соответственно, такой дизельный блок их навалом в продаже по 30 тысяч рублей. Давно была идея сейчас вот это все сделать, работать в этих направлениях, кузов, тогда тут еще куча суеты. Параллельно покупается дизельный блок и собирается сразу блок. Можно на ковке, можно на обычных поршнях. У меня все-таки есть идея останавливаться только на 400 плюс силах, поэтому ковка, наверное, нам не нужна. Короче, просто отдельно собирается сразу готовый блок, который потом просто накрывается сверху головой, и при этом сохраняется номерной агрегат, потому что номерной в данном случае является голова. В этом-то и весь успех операции. А мы можем потом просто взять, хлоп, и сразу идеальнейший двигатель. Под него подсчитать степень сжатия сразу, нужные поршня, с лужей, без лужи, там как уж кто скажет, в общем, чтобы все было заранее классно. И ничего не мешает заниматься этим параллельно. То есть в любом случае, даже если у нас сейчас там что-то критичное по блоку, мы не встанем с этим надолго, потому что новый блок может собираться отдельно. И потом хоп-хоп, 3 дня работы, куча геморроя, еще 6 тысяч косяков, и мы куда-то едем. В этом главная фишка, и в этом главный успех этих машин, что вроде как мотор супер редкий, если он лег, это абзац, но пока жива башка,
Все можно исправить до последнего момента. Плюс, конечно, нужно делать все-таки теплоизоляцию и даунпайпа, и теплоизоляцию горячей части турбы. Нужно делать это так же, как на антикелике, но вы этого просто еще не видели. Еще куча косяков в виде неработающего спидометра, еще не сделан кондиционер. В общем, тут есть чем заниматься. Единственное, из-за чего уже серьезно переживаю, это что мы не успеем все это сделать до холодов. И машина встанет, потому что ездить по снегу я на ней не буду, и в соль. И можно, казалось бы, одеть липучку и дальше что-то продолжать, но нет. Продолжать мы ничего не сможем. То есть, если мы до ноября не собираемся, мы в ноябре запускаем уже совершенно другие проекты. Это электроволга, она там на заднем плане стоит, это 14-я Чайка и это Фронтера. И все они пойдут уже в холодное время года. Вы все это там увидите. Вот главное опасение текущей серии. Но о том, сбудется это или нет, мы узнаем уже в следующих. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. До встречи. Я надеюсь, через неделю мы попробуем, но это вообще не точно. Удачи вам и пока. А не точно, потому что она еще должна уехать доделать тормоза и еще пару долгих моментов.